Здравствуйте, меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал по вязанию и рукоделию. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такую летнюю сумочку. Вязать будем из полиэфирного шнура 3 мм, понадобится примерно 150-200 метров. Мне очень нравится, когда сумочка держит форму, а благодаря вот этому материалу, который я нашла в строительном магазине, сумочка получилась такая, как мне нужно. Значит, это фал плетеный полипропиленовый, диаметр 10 мм и понадобится 14 метров. Этот материал довольно плотный, легкий и хорошо держит форму. Будет прекрасно, если вы найдете такой материал без вот этих сине-красных вставок. Но несмотря на это, в процессе мастер-класса я покажу, каким образом провязывать полиэфирный шнур, чтобы нам полностью перекрыть этот рисунок. Вязать будем крючком 4,5 мм. В процессе вязания понадобится скотч, маркеры, ножницы и зажигалка. Начало шнура я немножко подпаливаю, чтобы у нас он не так лохматился. Делаем первую воздушную петлю. Всего нам нужно будет провязать 15. Одна у нас есть, провязываем еще 14. 1, 2, 3, 4. Теперь берем фал и начинаем его обвязку. Обвязывать будем в каждую косичку по 2 столбика без накида. Вводим крючок во вторую воздушную петлю, захватываем полиэфирный шнур и провязываем. Туда же снова вводим, захватываем шнур и провязываем столбик без накида. Далее следующая воздушная петля, захватываем шнур и провязываем столбик без накида. Туда же так, провязали. Далее следующую 2 столбика без накида. Мы провязываем 2 столбика для того, чтобы полностью перекрыть наш фал. Вот. Столбики получаются близко друг к другу, и они полностью перекрывают этот рисунок. 2 столбика провязали, провязываем следующую 2 столбика. 1, 2. И таким образом провязываем до предпоследней воздушной петли. Теперь я делаю вот так и буду вязать в обратном направлении. У нас осталась еще одна воздушная петля, и в нее я провязываю 6 столбиков без накида. Таким же образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, все, теперь вяжу в обратном направлении. В следующую воздушную петлю провязываем 2 столбика без накида. Ну, в принципе, без накида я говорить дальше не буду, потому что все столбики в последующем мы будем провязывать без накида. 2 столбика. Так, следующую 2 столбика. И таким образом продолжаю вязать до конца ряда. Дошли до конца. Посмотрите, как получается. На мой взгляд, очень аккуратно и вообще не видно того рисунка, который
нанесен вот здесь. То есть полиэфирный шнур при таком вязании полностью перекрывает рисунок. Дальше вот здесь у нас идет хвостик, мы его немножко закруглим. Так, и начинаем заворачивать. Так. Вот сюда, в серединку, провязываем тоже 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков в следующую косичку вот сюда. И теперь мы будем захватывать не полностью косичку, а только заднюю стенку. И сюда провязываем 1 столбик. Следующую 1 столбик. Все, далее мы будем провязывать в каждую косичку по 1 столбику. Далее будем провязывать до маркера. Я отметила здесь центральную косичку и косичку слева и справа. Маркером отметила косичку справа. Самостоятельно провязываем до косички перед маркером. Провязали. Вот что у нас должно получиться. Так, убираю маркер. И в косичку, где у нас был маркер, провязываю 2 столбика. Центральную косичку тоже 2 столбика. И в косичку слева от центра провязываю также 2 столбика. 1, 2. Получается, вот у нас была центральная петля, мы провязали 2 столбика, и сюда в центр я ставлю маркер. Далее в каждую косичку провязываем по 1 столбику. Визуально по центру находим косичку, косичка слева, косичка справа, и в косичку справа устанавливаем маркер. Будем вязать до косички перед маркером. Вот так у меня получается. Довязали до маркера, снимаю и в косичку, где был маркер, провязываю 2 столбика. 1, 2. Центральную косичку также провязываю 2 столбика. И в косичку слева также 2 столбика. Необходимо поставить маркер. Вот здесь у нас была центральная косичка. Мы сюда провязали 2 столбика и в центр ставим маркер. С обратной стороны у нас установлен маркер. Мы его также поставили в центр. Вот у нас было провязано 2 столбика, 2 столбика, 2 столбика. Мы находим первую косичку, начало первого самого столбика. Вот здесь. И сюда я поставлю маркер. И мы будем вязать, получается, вот до этого столбика, последнего перед маркером. Провязали до маркера, снимаю. До маркера у нас идет 3 косички. 1, 2, 3. В каждую косичку мы должны провязать по 2 столбика. И всего получается 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Так, снимаем маркер. Центральную косичку также провязываем 2 столбика. 1, 2. И после этого 3 косички, 6 столбиков мы должны провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так у нас получается. Так, здесь нам необходимо поставить маркер. Находим нашу центральную петлю. Вот она здесь расположена. Ставим маркер и поставим маркер в самый первый столбик, где мы провязывали 2 столбика вместе. Вот столбик и вот эта косичка. Ставим маркер сюда. Так, здесь далее провязываем по столбику в каждую косичку и провязывать будем до, получается, вот центральная у нас 1, 2, 3. В третью справа ставлю маркер и провязывать будем до последней косички, до начала маркера. Вот такой овал у меня получается. Я, пожалуй, сделаю еще один оборот. Вот так. И вот на этом месте начну выводить высоту. Так, мы дошли до маркера. Так, снимаем его. И получается, что у нас до центральной косички 3 косички. И в каждую косичку провязываем по 2 столбика. Всего 6 столбиков должно получиться. 2, 3, 4, 5, 6. Убираю маркер, провязываю 2 столбика и еще 6 столбиков в каждую косичку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, получилось. Теперь расставляем маркеры. Так, находим центральную косичку. Вот у нас провязано 2 столбика и в центр ставлю маркер. Так, а здесь мы находим первый самый столбик и сюда ставим косичку, маркер. Так, вот. Так, здесь продолжаем вязать 1 столбик в каждую косичку. Так, и делаем это до маркера. Так, дошли до маркера, убираем его. И в каждую косичку до центрального маркера провязываем по 2 столбика. Всего мы провязали 7 косичек и у нас получилось 14 столбиков.
Теперь у нас центральная косичка. Убираем маркер. Центральную провязываем 2 столбика. После центральной нам нужно провязать 7 косичек. Всего 14 столбиков. 2 столбика в каждую косичку. И здесь по прямой в каждую косичку провязываем по 1 столбику до начала маркера. Маркеры пока нигде расставлять не будем. Провязали до маркера, снимаем. И в каждую косичку, всего у нас здесь 7 косичек, до красного маркера, в каждую косичку мы провязываем по 2 столбика. Всего у нас должно получиться 14 столбиков. Дошли до маркера, провязываем в косичку, где был маркер, 2 столбика. И после этого еще 7 косичек мы провязываем по 2 столбика. Всего получиться у нас должно 14 столбиков. Провязали. Вот такое донышко у меня получилось. Так, измеряю его. Получается 15 сантиметров на 30. Я предположила, что в принципе такого донышка будет достаточно, и буду уже начинать выводить высоту. И далее в каждую косичку по 1 столбику, приподнимая уже изделие вверх, я начинаю выводить высоту. До какого момента мы будем вязать? Визуально вот так я нахожу центральную косичку. Это у меня будет вот здесь. Так, и с обратной стороны тоже визуально нахожу центр и ставлю маркер. Вот таким вот образом. До красного маркера продолжаю вязать в каждую косичку по 1 столбику. В первом ряду подъема прибавку я делать не буду. То есть этот ряд мы провязываем каждую косичку по 1 столбику. Уже начиная со следующего ряда, с красного маркера, мы будем делать прибавку. Снимаю маркер и в эту косичку провязываю просто столбик. Так, ставлю маркер. И уже в следующем ряду, в этом месте, мы сделаем прибавку. Так, продолжаем вязать каждую косичку по 1 столбику по кругу до красного маркера. Дошли до маркера. В эту косичку провязываем 2 столбика. С обратной стороны, где у нас также стоит маркер, мы центральную косичку провязываем 2 столбика. Красный маркер нас будет ориентировать о начале нового ряда. Дошли до противоположного маркера и косичку, обозначенным маркером, провязываем 2 столбика. В центр 2 столбиков ставлю маркер и получается провязываем до красного маркера. Как я говорила, красный маркер у нас обозначает начало нового ряда. Так как в этом ряду мы делали в прибавке, то в следующем ряду прибавки мы делать не будем. Получается, провязываем до красного маркера, прибавку не делаем, провязываем до зеленого, прибавку не делаем и провязываем опять до красного маркера. И таким образом получается, что один ряд мы делаем прибавки здесь и здесь, второй ряд нигде прибавки не делаем. И чередуем ряд с прибавками, ряд без прибавок. И таким чередованием вяжем на необходимую нам высоту. Я связала на необходимую высоту.
Вот такое аккуратное идет расширение по бокам. В процессе вязания я постоянно следила, чтобы столбик получался вот такой аккуратной галочкой. И даже где-то, если было перекручено, я распускала, возвращалась и перевязывала. Довязала до красного маркера. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов. Начинаем формировать ручку. Для этого я посчитаю количество столбиков от красного маркера до зеленого маркера и количество столбиков от зеленого до красного. У меня получилось 64 столбика с этой стороны и 64 столбика с этой стороны. Теперь я смотрю и примерно прикидываю, какой длины я хочу, чтобы была ручка. Примерно это должно выглядеть вот так. Вот так, я думаю, будет прекрасно. Теперь я отсчитываю количество столбиков от красного маркера до вот этого места. У меня получилось 17 столбиков. Это место я обозначаю маркером. И продолжаю вязать по одному столбику в каждую косичку и вяжу до маркера. Провязала до маркера. Снимаю и провязываю 17 столбик. Далее я уже начинаю обвязку только самого фала. Вот таким вот образом. Также смотрю, чтобы столбики нигде не были перекручены. И пододвигая каждый столбик плотно, я продолжаю обвязывать. И продолжаю это на такое расстояние, на которое я хочу, чтобы была сформирована ручка. Примерно вот так. И обязательно просчитываем количество столбиков. Так. Я обвязала ручку, у меня получилось ровно 70 столбиков. Что делаю дальше? Теперь я отсчитываю от зеленого маркера 17 столбиков и ставлю маркер. Где маркер? Это 17 столбик от зеленого маркера. Снимаю. Сюда провязываю столбик, уже соединив с ручкой. Подтягиваю и далее продолжаю вязание до зеленого маркера. Провязала до маркера, снимаю его и вместо там, где был маркер, провязываю столбик. Теперь снова отсчитываю 17 столбиков. И ставлю маркер. Провязываю до маркера. Дошла до маркера, снимаю его, это у нас 17 столбик. И провязываю еще один столбик. Далее начинаю обвязывать ручку. Напомню, что на ручке у меня получилось 70 столбиков, поэтому обвязываю и формирую примерно так же, как у меня сформирована и эта первая ручка. Я сформировала вторую ручку, провязав 70 столбиков, и теперь в 17 столбик от красного маркера буду ручку соединять с самой сумкой. Я соединила, провязываю еще 3 столбика. Раз, два, три. Теперь необходимо обрезать фал в месте там, где красный маркер, и необходимо это сделать наискосок. Не получилось обрезать это аккуратно,
Поэтому сейчас я возьму, и чтобы он у меня уже в изделии не опушился, я его сейчас обмотаю скотчем. Так. Кончик затягиваю потуже и обрезаю. Так, теперь продолжаю обвязывать точно таким же способом уже до красного маркера. Вот так аккуратно получилось завершить. И далее шнур я обрезать не буду, а продолжу обвязывание, только уже просто соединительными петлями. Вырезаю шнур, вытягиваю хвостик. Можно даже чуть-чуть еще обрезать. И с обратной стороны, и немножко подпалив, прижимаю к краю сумки. Я завершила обвязывать сумочку. Посмотрите, какая она классная получается. Она отлично держит форму. Донышко. Отличный вариант на лето.